сегодняшнем видео мастер-классе я покажу вам, как сшить шапочки для пасхальных яиц. Такой пасхальный декор своими руками оценит как и взрослый, так и ребенок. А создание таких прекрасных и милейших шапочек доставит вам море удовольствия и вдохновения. Шить такой пасхальный наряд для яиц мы с вами будем из мягкого корейского фетра. Ниточки подбирайте в тон фетра. Я рекомендую вам вырезать выкройку, а затем приклеить ее скотчем к фетру и уже потом вырезать четко по контуру. Обожаю этот способ вырезания деталей по выкройке и вам рекомендую попробовать такой способ, если вы еще не пробовали. Особенно если вы работаете и шьете по моим шаблончикам. Тогда уж точно вам будет очень комфортно использовать именно такой способ. Все шаблоны на данный декор вы можете скачать в моей платной подписке. В моей платной подписке уже более 150 видео мастер-классов и шаблончиков к ним, а также есть еще и проекты различных выкроек, на которые еще нет видео мастер-классов, так что у вас будет доступ. Стоимость такой платной подписки очень минимальна и ни в коем случае не отображает всего того, что вы получаете взамен, а взамен вы получаете доступ ко всем этим видео мастер-классам и шаблонам, так что не только к этим пасхальным шапочкам. Такую платную подписку вы можете оформить в социальной сети ВКонтакте, ВК Донат или же на сайте Boosty. Сайт Boosty — это международный сайт, безопасный, так что там могут оформить подписку вы из любой точки мира, абсолютно любой. В моей платной подписке есть большое количество мастер-классов, конкретно если вас интересуют пасхальные изделия из фетра. Там есть большая коллекция, мы с вами шили уже и куличики, и различных цыпляточек, и пасхальные яйца очень красивые, которые мы с вами декорировали цветочками, так что буду очень рада видеть там каждого. Но не забывайте, что такую платную подписку вы всегда можете отменить. Это делается там же, где вы ее и оформляли. Но не забудьте сделать это заблаговременно и самостоятельно. Но и я очень благодарна каждому, кто продолжает поддерживать меня уже, и мое творчество, и мой влог, и мои выкройки, видео, мастер-классы вот такой вот платной подпиской. Ради вас я тружусь, и у меня есть огромнейшее желание вас радовать новыми проектами. И есть такая возможность. Спасибо вам огромное за это. Я вам очень-очень благодарна. Ну а также, если вам понравился такой видео мастер-класс, вы всегда можете отблагодарить и поддержать меня как автора сердечком. Можете поставить лайк на видеоролик, написать комментарий, ну и поделиться этим видео. Это будет огромный плюсик вам в карму. В этом видео мастер-классе мы не будем ничего наполнять. И слава богу, потому что в процессе создания различных изделий и игрушек из фетра самый мой нелюбимый процесс и этап создания — это наполнение этих же игрушек наполнителем. Потому в этом мастер-классе мы с вами шьем вот такие вот классные шапочки без наполнения. Естественно, единственное, там только придется несколько элементов наполнить нам. В качестве наполнителя я использую холофабер, но единственное, у нас будет здесь подклад, собственно, что мы с вами шили ранее. А сейчас мы с вами делаем завязочки для наших шапочек. Заплетаем мы с вами вот такие вот косички. Кстати, на концах косичек можно, в принципе, добавить бантики, да и вообще можно различный декор еще добавить. Кстати, что я еще тоже хочу напомнить, если вы новичок на моем канале, в своих видео мастер-классах я стараюсь давать основу для творчества, а вы уже там фантазируете, дополняете, что-то там улучшаете. Я не против таких трансформаций, а наоборот с огромнейшим удовольствием рассматриваю все ваши такие вот классные дополнения. Творите, реализовывайте свои идеи, какие-то фантазии. Такие шапочки можно украсить цветочками, знаете, вот очень мило, будет очень красиво. Но я даю основу, поэтому не зацикливаюсь на одном видео мастер-классе, а дальше буду что-нибудь для вас придумывать новенькое. Но вам немножко идей накидаю, скажем так. Кстати, если вы будете делать такие косички, или шить такие шапочки из какого-то фетра для творчества, возможно, то, скорее всего, такие косички у вас могут не получиться. Или же шапочки тоже могут расползаться, потому что все зависит от качества фетра, который вы используете. К сожалению, не весь фетр на рынке есть очень качественный, хороший, он может тянуться, рваться, так что вы, пожалуйста, это учтите. Здесь не мои огрехи, скажем так, а здесь уже вопросики к тому фетру, к тому материалу, который вы выбираете на рынке. Ну, кстати, даже уже и тот фетр китайский, я не так уже категорично против него, потому что я тоже вижу, какие работы присылают мои девчата, хлопчата, в общем, рукодельники, моей рукодельницы, поэтому я немножечко, знаете, не так категорично в выборе фетра, но вас предупреждаю, так что будьте аккуратненько, выбирайте качественные материалы. В данном видео мастер-классе, я повторюсь, я использую корейский мягкий фетр, он идет толщиной 1 мм и хороший по соотношению цены и качества, у него широкая цветовая палитра. Также я могу вам порекомендовать австралийский фетр. Все виды этого фетра вы можете найти на маркетплейсах, их полно, много продавцов, кто продает именно корейский фетр, так что сможете выбрать что-нибудь и подобрать что-нибудь для себя подходящее.
шапочки. Ну а что, мы с вами продолжаем тоже создавать эти шапочки. Мне, вы знаете, я сшила такую шапочку без подклада, так как мы делаем с вами сперва. Так как мы делаем с вами вышивку, вот это очень некрасиво смотрится, хотя я понимаю, что эти шапочки вы натянете на яйца, и, в принципе, тех внутренних каких-то недочетов не будет видно, но, вы знаете, я такой перфекционист, поэтому здесь мы с вами шьем такие шапочки с подкладом, и, вы знаете, такие шапочки вы будете из года в год, наверное, доставать и использовать. Вообще, очень классный комплект, у меня даже взрослые, кто видел, пока у меня тут на рабочем столике разложены все эти шапочки, с большим удовольствием подходили, рассматривали, и сразу можно мне, пожалуйста, такой на подарок Пасхи. Дети, конечно же, тоже в восторге, ну тут, конечно же, как им может не понравиться. Очень сильно привлекает внимание вот такие вот шапочки на яйца. Я уверена, что такие шапочки можно сшить и как для себя, и как на подарок, и как на продажу. Это очень интересный, оригинальный, скажем так, подарочек. Мне думаю, что такие шапочки можно также натянуть еще на киндер-сюрпризы, если вы делаете какие-то подарочки там в садик, в школу, там, может быть, каким-то своим подружкам, друзьям. Будет тоже очень оригинальный такой вот сладкий подарок, плюс подарок своими руками сделанный. Я думаю, что многие обрадуются такому подарочку милому. Ну и как вы уже видели и в начале видеоролика, и сейчас на заднем фоне такие шапочки мы с вами будем шить для яиц в виде кролика или зайчика, в виде овечки, цыпленка и морковки. Я, кстати, открыта предложением. Если у вас есть еще какие-то идеи, которые вы бы хотели, чтобы я реализовала, вот в плане таких шапочек, может, что-нибудь я упустила. Я, честно говоря, придумала вот то, что первое мне пришло в голову, и то, что ассоциируется с Пасхой. Если у вас есть еще какие-то идеи, пожалуйста, пишите в комментариях, я обязательно дополню этот видео мастер-класс и шаблончиками новыми для вот таких вот яиц. Буду очень рада реализовать. У меня, честно говоря, даже тупик стал. Кроме как цветочка, я больше пока ничего даже и придумать не могу. Так что буду очень вам благодарна, если вы мне подскажете, что же еще можно сюда добавить в эту коллекцию шапочек для пасхальных яиц. Ну и сразу проведу работу над ошибкой и хочу вернуться к этому видео мастер-классу. Сейчас в видео я пришивала ушки зайчику. И, честно говоря, немножечко поторопилась и вшила уже подклад. И уже потом пришивала сверху ушки. Вы же можете сделать, прежде чем пришивать подклад, пришить ушки, а уже затем вместе с подкладом, завязочками все прошиваете. Я здесь немножечко поторопилась, но вы можете сделать работу над ошибками, учесть мои, так скажем, недочеты. В принципе, это вообще не критично, вы можете делать все точно так же, как делаю и я. Но вот, например, когда я уже шила шапочку овечки, я там уже ушки пришивала, прежде чем я пришила подклад. Поэтому делайте как вам удобно, вы можете сделать. В принципе, этих швов не будет видно, они не будут бросаться в глаза, ничего страшного в этом нет. Ну и что, мои хорошие, если у вас после просмотра данного видео мастер-класса все-таки остаются еще вопросы, вы всегда мне можете их задать внизу под видеороликом в комментариях. Я с радостью на них отвечу, вам подскажу, расскажу, если вас что-то интересует, если вам что-то непонятно. Ну и, мои хорошие, я с вами не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч. Пока-пока! All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I got
easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I
easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I'd never